каждой игре есть вещи, которые игроки начинают узнавать по мере вникания в нее и провождения времени в ней. По-правильному, эти фишки и штучки разные киберспортсмены и киберкотлеты уже давно знают и постоянно используют, а вот новички о них даже не догадываются. Вы на канале Catfish Studio, и сейчас мы поговорим о вещах, которые должен знать каждый игрок в CarX. CarX Drift Racing 2, как и все полноценные игры, относятся к числу тех, где новички начинают с самого малого и постепенно, проходя игру и играя в нее, начинают познавать всякие штуки-дрюки, о которых они, может, догадывались, но не знали то, что это прям реально правильно и так должно быть. К примеру, возьмем игру Counter-Strike. В ней новички, когда начинают играть, предполагают, что, допустим, в команде должен быть один снайпер, который будет играть с винтовкой, но они это точно не знают, так как не видели этому доказательства. Или же, что нужно делать экономические раунды, чтобы накопить деньги на следующий. Но пройдя время, все игроки начинают это понимать и соблюдать, так сказать, эти аспекты игры. О чем же должен знать каждый игрок в CarX Drift Racing 2? Первое, это то, что у нас игра про дрифт, а не про гонки. Дядя Петя, ты дурак? Ладно. Первая прокачка автомобиля. В CarX Drift Racing 2 при покупке машины она у вас будет в стоковом состоянии. То есть стандартный мотор, который в нее воткнули с завода, стандартная подвеска, колеса и все в этом духе. Вы когда на нее смотреть будете даже, вы сразу будете понимать, что это ни хрена не гоночный корч, а обычная гражданская тачка. Зайдя в раздел тюнинг, вы можете увидеть несколько стадий прокачки, от начальной до конечной. Самой крутой прокачкой является Pro Drift 3, которая вам дает возможность полностью настраивать ваш автомобиль. Фишка в том, что при каждой прокачке у вас открываются разные настройки машины и повышается ее мощность. К примеру, на последней вы сможете настраивать коробку, подвеску и мотор, а на второй какой-нибудь нет. Также, когда вы поставили Pro Drift 3 настройку, у вас в окне тюнинг открывается такая штучка, как вкладка Pro Drift, где будет написано Custom. Многие игроки не понимают, что это такое. Это просто название вашей настройки. То есть прокачка у вас, к примеру, Pro Drift, и настройка автомобиля называется Custom, который вы можете изменить название и саму настройку. Игроки, получив Pro Drift 3 настройку, не ставят этот Custom и не настраивают ее. Просто выбирают вот здесь Pro Drift настройку и едут, а потом удивляются: а шо у меня машина не едет? Она вообще как говно. Нужно выбирать именно Custom, заходить в его настройки и там что-то уже шаманить. Тогда ваша тачка будет ехать так, как именно вы настроили ее для езды. Второе — парный дрифт. CarX включает в себя такой режим игры, как парный дрифт, на котором-то в принципе игра и строится. Турниры, там всякие эмоции и так далее. Но это ладно, пока опустим. Парный дрифт, как нам известно, это красота, скорость и управление автомобилем в заносе. В игре есть разные виды покрышек: стриты, спорты, слики и зимние. Так вот, огромное количество игроков не понимают, на каких покрышках нужно ездить в том или ином режиме игры. Возьмем покрышки стрит. Это покрышки, на которых ваша машина неуправляемая, скользкая, и на этих колесах чисто вы играть должны только в одиночной игре или же событиях, чтобы не тратить серебро на их смену, а только его зарабатывать. Спорт покрышки предназначены также для фарма серебра, так как они не особо быстро стираются. Плюс на этих покрышках удобно выигрывать в сетевой игре людей. Как говорится, тачка крутится, кубки мутятся. Слик покрышки являются самыми зацепистыми. На них вы должны играть в парных заездах. Только на сликах вы должны играть в топ-32 турнирах, в XDS дуэлях, чтобы иметь контроль над машиной и ехать достаточно быстро и красиво. Эти покрышки предназначены, скажем так, для киберспорта. Парный дрифт играется только на покрышках Semi Slick, только на них и все. Даже если у вас машина не мощная, все равно вы должны ехать парный заезд на них, только на них и все. Запомните это. Но если вы мне не верите, посмотрите вон турниры Мосспорт или CarX Drift Challenge и увидите, что там все гоняют на сликах. Третье — моторы в игре. В CarX с каким-то из обновлений в игру разработчики добавили различные моторы, которые отличаются своей специфичностью и работой. Есть множество моторов, которые вы должны открывать при помощи дрифт-боксов или же событий. Игроки постоянно думают и задаются вопросом: если я буду иметь мотор, но не буду иметь прокачку Pro Drift 3, я смогу его поставить? Нет. Если вы имеете мотор на машину, то есть вы открыли все чертежи на него и у вас стоит галочка, то чтобы его поставить, вам придется купить прокачку Pro Drift 3 на машину, а затем уже поставить открытый вами мотор. Здесь
работает такая же система, как и с кастомом. То есть вы выбрали тут мотор, и теперь на нем вы должны настраивать и этот кастом, чтобы тачка ехала нормально, а не просто выбирать двигло и ехать. Также моторы в игре созданы для того, чтобы выровнять всех игроков в Car X Drift Racing 2. То есть, если у вас машина первого тира, а у вашего соперника четвертого тира, то если вы поставите на тачку первого тира мотор 6.2, к примеру, вы сможете надрать зад сопернику с тачкой из четвертого тира с тем же мотором. Моторы делают игру равной между игроками. Только уже решает настройка автомобиля и как игрок будет им управлять. Четвертое. Помощник в игре. Еще из первой части нам известно, что в игре очень легко управлять заносом и машиной, так как разработчики смогли создать умный помощник, который помогает нам чувствовать автомобиль как в жизни, но чутка делать другие действия для его управления. К примеру, в реальной жизни, чтобы ехать заносом влево, вы должны держать руль вправо, а здесь вы держите его влево, то есть в сторону заноса. Но если посмотреть из кабины, то персонаж крутит его так, как должен крутить в реальной жизни. Так вот, многие игроки думают, что челики, играющие на турнирах, которые супер жестко там нагибают и делают всякие красивые мувы на картах, играют без этого самого помощника. Нет, в Car X Drift Racing 2 невозможно играть без помощника. Просто нереально. Абсолютно каждый игрок, который хорошо едет в игре, использует его. Играет только с ним и в большинстве случаев его даже не меняет. То есть как он стоял вот по стандарту, так и стоит у них. Короче говоря, помощник в игре у вас должен быть включен. И можете забыть про эту настройку, якобы его надо выключать. Пятое. Клубы. В игре есть отличная возможность общаться и играть не только в одиночку с самим собой, но и с другими людьми. Car X Drift Racing 2 предлагает нам чат в игре, в котором вы ничего не найдете. Он, знаете ли, мертвый. Предлагаю я и комьюнити вам вступить в группу Телеграма, группу ВКонтакте, где вы сможете найти общение с людьми, поделиться своими заездами, а также найти себе клуб. Клуб — это такая штука, где люди будут делиться с вами своим опытом езды и настройками, раскрасками на тачке и контентом. Почему каждый игрок должен знать о клубах? Да потому что на них держится все комьюнити, все общение. Клубы играют друг против друга, делают ливреи, настройки, снимают контент и выбираются потихоньку на киберспортивную полку как-никак. В клубах вы сможете очень быстро научиться играть в Car X, поэтому о них вы должны знать обязательно. Если я упустил какие-то штучки, пишите в комментариях, что по вашему мнению должен знать каждый игрок в Car X Drift Racing 2. Ставьте лайкос к ролику, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы ничего не пропустить. Я с вами на этом прощаюсь, жду вас в своей группе ВКонтакте также и всем пока-пока!